Христианские организации со всего мира объединили свои усилия, чтобы создать учебную программу для международного обучения. Цель этой программы – помочь христианам различных национальностей лучше понять свою веру и стать искренними последователями Иисуса Христа. Данный курс называется «Быть руководителем ячейки». Преподает Билли Хорнсби. Урок 3. We'll be covering the third lesson of the cell leader effectiveness today. Мы приступили к третьему уроку и будем говорить об эффективности церковной ячейки. What I want to do is go right to the heart of the effectiveness of a cell leader. И что я хочу? Я хочу приступить прямо к сердцу, к центру эффективности церковной ячейки. I want to talk about the things that you should do that give you the greatest growth potential. Я хочу говорить о том, что необходимо сделать, чтобы получить потенциал роста. I think a lot of times people draw back from leadership because they're not sure what's required of them. Часто люди отступают от руководства ячейки, потому что не знают, что от них требуется. So I want to show you the results of a test that was done. Я хочу показать вам результаты испытаний или теста, который был проведен. There were over 900 cell leaders in 8 different countries that were interviewed. Там было более 600 руководителей ячеек с 8 стран, Including the cell leaders at our church at Bethany. включая руководителей ячеек нашей церкви здесь, в Беттани. And the results were very scientifically analyzed. И результаты были анализированы научным And we got a методом. very clear picture of what the most effective things a cell leader can do. И мы получили очень ясное представление о том, что влияет на эффективность развития и руководства First, I want to ячейки. talk to you about the things that do not contribute to cell growth. Прежде всего, я бы хотел говорить о том, что не влияет на развитие и прогресс The first thing ячейки. that does not make any difference in the ability for you to be a leader of a cell group is age. Первое, что никак не влияет на эффективность и развитие ячейки, это возраст. You may say, well, look, I'm only 15 years old. It's impossible for me to lead a group. Вы можете сказать, мне только 15 лет, это невозможно, чтобы я был руководителем ячейки. Somebody else might say, hey, I'm 70 already, and I just don't know if I can do this. Кто-то может сказать, а мне уже 70, а я не уверен, справлюсь ли я с этим. But we discovered that age really didn't have anything to do with the effectiveness of a cell leader. Но мы обнаружили, что возраст не оказывает никакого влияния на эффективность развития ячейки. Whether you were 15, 45, or 70, 15 ли вам, 45 или 70. if you did the right things, you could be successful. Если вы правильно выполняете работу, вы можете быть руководителем Then эффективной the ячейки. second thing that did not contribute to the growth of the group Второе, что не является вкладом или не делает никакого вклада в was a развитие person's ячейки, gender. это пол руководителя, Whether he was male or if she was a female, будь то мужчина или женщина. it made no difference in the effectiveness of the leadership. Это не влияет и не оказывает никакого влияния на эффективную работу So you ячейки. might say, well, you know, I'm just a woman. I like to sit in the back and just watch things happen. И вы можете сказать, я маленькая женщина, я просто хочу сидеть и спокойно, мирно наблюдать и созерцать о том, что происходит. I don't think God can really use me in this. Я не думаю, что Бог может использовать меня в этой That's not true. работе. God can use you in a great way. Это не так. Бог может использовать вас величественным путем. The third thing that did not contribute to growth of a group И третье, что не является вкладом was в a развитие person's ячейки, social, economic, or educational status. это социальный, экономический или образовательный статус It личности. didn't matter what subdivision you lived in, Не имеет значения, в каком микрорайоне вы живете, how big your house was, насколько большой у вас дом, how much money you had. сколько денег у вас. It didn't matter if you were very well known in your Не community. имеет значения, известны ли вы в этом обществе.
or whether or not you were highly educated. Или же у вас высокое или высшее образование или нет. Those things had nothing to do with the effectiveness of a cell leader. Все это совершенно не влияет на эффективность ячейки. The fourth thing that did not matter was marital status. Четвертое, которое не оказывает никакого влияния, это семейное положение. Singles can lead groups just as effectively as married people. Холостой может так же эффективно вести группу, как и женатый. So no matter your marital status, you can be an effective cell leader. Поэтому, невзирая на ваш семейный статус, вы можете эффективно руководить ячейкой. The fifth thing that really did not depend, that the group's effectiveness did not depend on, И пятый пункт, который указывает на то, что не влияет на эффективность работы и развития was ячейки, the cell leader's personality gifts. это личные таланты руководителя ячейки. You would think that you would have to be a very dominating, decision-making, leader-type person. Вы можете подумать, что вы должны быть очень решительным, способным, талантливым руководителем But that's not ячейки. true. Но это не так. So don't draw back because you're not a very outgoing person. Поэтому пусть у вас не опускаются руки, что у вас недостаточно способностей и талантов. You don't have to have the gift to speak Совершенно не обязательно быть красноречивым или иметь or to ораторские be a great задатки, leader, a great general. быть руководителем, быть генералом. You can still lead a group very effectively. Вы все равно можете очень эффективно вести группу. Now, the sixth thing that we found out really did not contribute to the growth of the group И шестой пункт, о котором мы узнали, не влияет на развитие was your spiritual gifting. группы, это духовные дары. Now, you would think that if I had a spiritual gift for leadership, I could automatically lead a group. Вы думаете, что если у меня будут духовные дары, это уже автоматически даст мне возможность руководить или вести But ячейку. what about all the people who do not have the gift of leadership? А как насчет всех тех людей, у которых нет задатков или дара You see, even though руководителя? you don't have the gift of leadership, you can still be an effective cell group leader. Несмотря на то, что у вас нет дара руководителя, вы все равно сможете быть эффективным руководителем ячейки. We found out if a person had prophetic gifts or gifts of helps, Мы нашли следующее, что если у человека есть дары пророческие, Whether или they had же дары evangelistic gifts or помощника, teaching или же gifts. дары евангелиста или учителя, all of those groups grew at the same rate. все эти группы возрастали примерно одинаково. Now, everything that we discussed so far in each category is very important, Все, что мы сегодня обсуждали в каждой категории, это очень важно. but it does not affect the ability for the cell group itself to grow. Но это не оказывает никакого эффекта на прогрессивность, на рост All the things that we've ячейки. talked about, especially spiritual gifting, Все, о чем мы говорили, особенно духовные дары, does not limit us, не ограничивают нас. but it's not the most important aspect of cell leadership. И это не самые важные аспекты в руководстве ячейки. I believe when the Holy Spirit gave us His spiritual gifts, Я верю, что когда Дух Святой дал нам дары духовные, it wasn't to limit our effectiveness, but to make us grow. это не для того, чтобы ограничить нас в эффективности, но чтобы дать нам возможность еще But более in the cell возрастать. group, there are other dynamics that are more important than what we just read. В ячейках есть другая динамика, которая более важна, чем то, о чем мы сейчас говорили. And cell group growth does correlate exactly with the following things that we're going to talk about. Рост ячейки связан, сопряжен точно с тем, о чем мы сейчас будем говорить. The first thing we want to talk about that makes a difference in cell group leadership is prayer. И первое, о чем мы сейчас будем говорить, первое, что влияет на эффективность ячейки, это молитва. We found out that just the amount of time that the cell leader spends in prayer alone, not talking about who he's praying for, but just the amount of time, Мы узнали, что время, которое проводит ячейки в молитве, ни за кого не молятся, а время, общее время.
time in prayer itself made a difference in the growth of a cell group. Само время в молитве оказывает существенное влияние на рост ячейки. Secondly, the amount of prayer for the cell members. Второе – молитва за членов ячейки. The cell leaders who prayed for their cell members every day, their groups grew on the average as twice as fast. Те руководители, которые регулярно молились за членов своей ячейки, эти группы возрастали в 2 раза быстрее, чем остальные. It even grew faster than those who were only praying for their members once or twice a week. Даже те росли быстрее, которые 1 раз или 2 раза в неделю молились за своих членов. So it's very important to spend time with the Lord in prayer. Поэтому очень важно проводить время пред Господом в молитве. And to pray daily for your cell members. И молиться ежедневно за своих членов The third ячейки. thing that makes a difference in the growth of a cell group Третье, что оказывает влияние на рост ячейки, is hospitality. это гостеприимность. Hospitality includes all kinds of social activity. Гостеприимность включает в себя всякого рода социальные мероприятия. And that social activity can be ministry time that you're spending with people. Эта социальная активность может быть временем служения в вашей ячейке. This is time that you spend ministering to people outside of the cell group meeting. Это время, которое вы проводите вне, работая со своими членами It's when ячейки. you invite people to your home on a night that you're not having sales. Это время, когда вы приглашаете людей в свой дом, в иное время, когда у вас нет To eat ячеечного an evening собрания. meal with you and just to fellowship. Это или же для общения между собой. Вы It's when you're приглашаете meeting людей. people that you're reaching out to at lunchtime during the day. Вы приглашаете людей, может быть, днем на обед, для того, чтобы общаться с ними, познакомиться с ними. It's the time that you spend with other people doing things that they're interested in. Это время, может быть, провести с людьми и заняться чем-то, что интересует этих людей. This builds your influence in their life. Это созидает влияние ваше на их жизнь, And в they их become more жизни. open to the gospel И они становятся более открытыми к проповеди and more Евангелия. likely to come and attend your group. И создается больше вероятности, что они придут и A присоединятся big к part of вашей this ячейке. activity is follow-up. И основная часть этих мероприятий – это не оставлять, а When someone first gets продолжать saved, контакты. Особенно, когда люди получили It's very спасение. important to have a face-to-face meeting with that person. Очень важно иметь личные, конкретные контакты с этой личностью. Let me give you an example. Позвольте мне показать это на If someone примере. gets saved at our altars, Если кто-то получил спасение у and we алтаря, bring them to the room where we pray with them, мы его приглашаем в комнату, где мы молимся за него. and we just fill out a card and go stick it in a box somewhere, Мы заполняем карточку, которую потом бросаем в ящик где-то. it's a good chance that that individual will never get into a cell group. Вы знаете, есть большой риск и вероятность, что этот человек никогда не попадет в ячеечную группу. But it's a much greater possibility Но гораздо больше шансов и for возможностей, that person to end up in one of our cell groups что этот человек попадет в одну из наших ячеек, if he is ministered to by the person whose group he will attend. если один из членов ячейки вступит с ним в контакт и So as поговорит I с ним. meet this person and pray with them and lead them to Christ, Если я встретился с этим человеком, и я его привел I ко become his Христу, contact to the local church. и я стал его контактом по отношению к местной церкви, And I become his contact to the cell group. и я стал его контактом для знакомства его с So I make ячейкой. sure that I spend time with him and go to his home and follow up on him. Я должен побеспокоиться, чтобы провести время с ним, посетить его и продолжать контакты. And it only makes sense that the more visitors you have to a group, the faster it grows. И, конечно же, это вполне здраво думать, что чем мы будем чаще So a big посещать его, part of тем the он быстрее social станет activity that we членом. И чем больше социальной активности у нас будет,
is inviting people to come to our group. Больше шансов на то, что мы сможем пригласить его в нашу группу. And that invitation may begin with a private dinner meeting И somewhere. это приглашение может, допустим, начаться с частного обеда где-то. Now, the fourth thing that we want to talk about И четвертое, о чем мы хотим говорить, is the number of visitors that come to the group. это количество посетителей, которые приходят And as I в just said, ячейку. the more visitors, the greater possibility that people will stay and become a part of the И как group. я уже сказал, чем больше посетителей, тем больше шансов на то, что большая часть из них останется и станет частью ячейки. And the people that you should begin to target to visit your group И люди, на которых у вас должен быть прицел, чтобы пригласить их are посетить вашу people that you ячейку, visit and live with and meet with every week. это люди, с которыми вы общаетесь, встречаетесь еженедельно. We have discovered that the closer the relationship you have with someone, Вы обнаружите, чем больше контакта вы имеете с ним, чем теснее общение вы имеете the с more ним, likely that person will come and be a part of your group. тем больше вероятность того, что он придет и станет членом ячейки. So, as a group leader, I want to make sure that all the members Поэтому, будучи группой ячейки, я должен быть уверен в том, have the vision for inviting others to the group. что руководители имеют ведение, And приглашение I can be в sure that our ячейку. group will begin to grow. И это заверит нас в том, что наша группа будет возрастать. Number 5 thing that causes a group to grow Пятое, что приводит к росту is raising up new ячейки, leaders. это подготовка новых руководителей ячейки. We have discovered that it's not programs that make groups grow. Мы обнаружили, что не программа сама приводит к росту ячейки, Because it doesn't matter how much you focus on cell group growth, потому что независимо от того, как бы вы ни сосредотачивались на росте ячейки, groups don't grow until leaders are in place. группы не растут, пока руководители не будут на своем месте. So our focus is not on group growth, but it's on raising up leaders. Поэтому мы фокусируем свое внимание не на росте групп, а на подготовке руководителей групп. Because leaders make groups grow. Потому что руководители, они приводят к росту As we ячеек. begin to raise up the people in our group to become leaders, И когда мы принимаем заботу о том, чтобы тренировать руководителей в нашей they группе, get the mentality of a leader. у них появляется менталитет руководителя, They begin to sense the responsibility for the group они начинают чувствовать на себе ответственность за группу and for its growth, и за их and рост, they will draw people unto themselves. и они будут привлекать людей к себе. Now, the next thing that's important to cell group growth И следующее, что очень важно для роста ячейки, is setting goals. это установление Every целей. major church that was successful around the world set goals. Каждая успешная прогрессивная церковь по всему миру имеет поставленные цели. Listen, our relationships have to go beyond just fellowship. Наши отношения должны идти за пределы простого обычного The общения. groups will never have this dynamic, exciting growth until those relationships grow. Группа никогда не будет иметь динамического роста, если не будет возрастать в тесном And the общении. direction that group should grow should be toward productivity. И направление, в котором должна расти эта группа, это в направлении продуктивности. And productivity takes on meaning when you begin to set goals for growth. А продуктивность приобретает значимость и цель, когда у нас есть поставленные цели. It's always a challenge to see a group grow. Это является вызовом So у it's very нас для того, important to set the чтобы clear группа goals возрастала. that you want to accomplish. Для этого необходимы ясные цели и поставленные задачи, которые необходимо достигнуть. If there are no goals, Если нет таких целей, then there's no motivation to work. тогда нет и мотивов двигаться по отношению к достижениям, по направлению Clear к goals достижениям. are very important in cell group growth. Цели очень важны для роста ячейки.
And the seventh thing that correlates directly with cell group growth И седьмой пункт, который непосредственно связан и сопряжен с ростом is ячейки, preparation for the meeting. это подготовка к служению, к You собранию. have to be a good manager. Вы должны быть хорошим менеджером, You have to be prepared spiritually. должны быть готовы или подготовлены духовно, You have to be prepared to give the lesson. вы должны быть готовы преподнести урок, You have to have an understanding of the lesson and be able to share it from your heart. вы должны понимать сам урок и должны делиться им от сердца. If 5 minutes before the meeting you have to go out to your car to get the lesson, Если за 5 минут до начала вы обращаетесь к своим конспектам, чтобы преподнести урок, you know you're not prepared. вы знаете, что вы не готовы. So a week in advance, begin to pray and study over the lesson and get Поэтому ready. за неделю начинайте молиться и готовиться к этому собранию. If you'll study these principles that we just shared, Если вы изучите принципы, с которыми мы сейчас поделились, которыми мы it will поделились с help you вами, be a much more successful cell group leader. это поможет вам быть более успешным руководителем ячейки. And spend your time in the things that make for growth. И проводите время над осмысливанием тем, что Now, we приводит к talked a little росту. bit in other lessons about how to lead a group. Мы говорили на других уроках, как вести группу, But I want to talk to you about it now in a little bit more detail. но я хочу поговорить в деталях об этом. I want to talk to you about facilitating a cell group meeting. Я хочу поговорить об оснащении ячейки. First of all, there are 3 parts to facilitating a successful group. Прежде всего, есть 3 части, согласно которым мы можем оснащать нашу группу. Number 1 is the sharing of life. Первое — это делиться жизнью. People don't want to come just for information. Люди не хотят приходить просто ради информации. They want to come and receive life from each other. Они хотят прийти и получить жизнь друг от друга. In the discussion period, И в период или во время there рассуждения has to be life-centered testimonies to bring meaning to the scriptures that are being в discussed. центре должны быть жизненно важные свидетельства. You teach by illustrating from your life. Вы учите из иллюстраций, взятых The из second thing жизни. that's very important part of the cell group meeting И второе, что очень важно для развития ячейки, is conversational prayer to God. это такая в форме разговора молитва, It's when we learn to speak openly and personally to the Lord. которая позволяет нам молиться открыто и вести разговор Because when открытый с each Богом. person can open up and express what's on his heart to the Father, Потому что когда человек открыто выражает свои нужды пред Богом, you begin to build cooperation and unity. вы начинаете созидать кооперацию и единство в ячейке. This should include praise and thanksgiving, Это включает благодарение, прославление and then expressing the needs that you have to God. и выражение нужд ваших пред Богом. Now, the third important part of facilitating the group is the application of the Bible. И третья важная часть фасилитации — это применение Библии. And this is where you want to begin to refer to scriptures to support what you're saying. И здесь вы должны обращаться к Священному Писанию, чтобы подкрепить и поддержать то, о чем вы говорите местами And it's Священного important to Писания. try to learn to memorize the scriptures that you're going to share. Очень важно выучить или изучить наизусть те места Священного Писания, которые вы будете And then through the делиться. discussion, А затем в процессе рассуждения not only learning Bible knowledge, не только приобретать знания Библии, but also how that particular truth is going to make a difference in my life. но тоже как эта конкретная истина может привести к результатам нашей And through жизни. personal illustrations, Эти личные иллюстрации, how to apply that scriptural
practically. Как они могут практически быть применимы в жизни? Now, all of these 3 points should be kept in equal balance. И все эти 3 пункта должны представляться сбалансированно. And if you'll observe these 3 elements on a week-to-week basis, Если вы будете наблюдать эти 3 пункта your group will be еженедельно, healthy, группа ваша будет the здоровой, Christians will be healthy, христиане будут здоровыми, and healthy groups will grow and multiply. и здоровая группа будет расти, будет распространяться и Okay, умножаться. number 2 thing that I want to talk to you about is participation И in the 2 group. вещи, о которых я хотел поговорить, это участие группы. Participation by everybody in the group is one of the keys to success. Участие всех в группе, активное участие, это ключевой момент к успеху. The goal of the leader is not to be the authority or the teacher, Цель лидера — это не быть авторитетным или учителем. but the goal of the leader is to be the guide or the facilitator. Цель руководителя — это быть гидом, быть проводником. He's there to assist in the discussion and to encourage people to participate. Он находится там для того, чтобы поощрять людей к участию в рассуждениях. And the better he's able to do that, the more exciting and more growth will take place in the И чем group. лучше он сможет сделать, тем более интересно и оживленно будут проходить беседы, тем больше будет шансов для роста. It's also important the arrangement of the people in the group. Очень важно организовать людей в группе. It's good, if at all possible, to always sit in a circle Хорошо, если это возможно, чтобы все сидели в кругу, where we can all see each other's face. где мы все можем видеть лица друг друга. That encourages participation. Это приглашает к участию. Now, the third rule is not to ever pressure anyone to respond. Третье правило — это никого не надо заставлять силой участвовать. If someone is too shy to pray openly, then don't ask that person to Если do so. кто-либо стесняется молиться вслух, не притесняйте, не заставляйте его. But it's the goal of the cell leader Но цель руководителя to ячейки try to help the person who's the most timid — попытаться помочь человеку, самому робкому, to see that they also have something to offer without any pressure. увидеть, что он тоже может сделать какой-то вклад и что-то предложить без всякого давления. It will require skill, Необходимо для этого but as time goes on, you will опыт, begin to obtain those skills. и необходимо этот навык приобрести. Number 3 in facilitating the group И третий пункт в оснащении is группы, always begin and close with conversational prayer. чтобы всегда заканчивать собрание ячейки When the group молитвой, starts, you want to bring the group immediately into the presence of God. чтобы вы могли такой свободной разговорной молитвой ввести группу в присутствие Господне. This way, you tune everybody into the things that God wants to accomplish in the meeting. Таким образом, вы сможете настроить людей и подвести к такой точке, чтобы они были готовы принять то, что Бог хочет And in closing, достигнуть в этой группе. И в We заключение, want to respond to the truth that we've learned мы хотим отреагировать на истину, которой мы and ask the Lord to научились, help us make application of it in our и lives. попросить Бога, чтобы Он научил нас применить эту истину в нашей жизни. Number 4 thing that you do in facilitating a group that's very, very important Четвертое, что нам необходимо делать в оснащении нашей группы, это очень и очень важно, is to respond lovingly to any need that's expressed. это отреагировать любезно на нужды, которые высказывались. And often it's better to go ahead and do it immediately. Часто лучше всего делать это сразу же. If someone is sharing and they begin to pour out their heart of a great need, Если кто-то делится с вами и изливает нужду свою пред вами, they're at a point to receive something from God. и они ожидают получить нечто от Бога. Don't tell them, well, just we'll pray about that later.
Не говорите им, что мы об этом помолимся позже I mean, когда-нибудь. let's face it, you have nothing better to do than to pray for that person immediately. Давайте скажем так, что у вас сейчас нет ничего лучшего и важного и важнее, чем помолиться за эту So it's нужду very прямо important to сейчас. respond lovingly and immediately. Очень важно отреагировать с любовью и немедленно. Now, there's three ways that the Bible teaches us and that you can teach the group to share their needs. Есть три пути, о которых учит нас Библия, как реагировать на And in нужды. James 5:16, you can read that. Иакова 5:16 вы можете прочитать It это. says to admit our faults one to another. Здесь говорится, что мы признавались друг пред другом. Hey, we all make mistakes. В проступках мы все There's делаем always ошибки. areas in our life that need God's touch. И у нас у всех есть в жизни такие промежутки, где мы So you нуждаемся в teach Божьем the group to just прикосновении. confess their faults so И they can мы receive prayer. должны учить группу, чтобы они признавались друг при другом в проступках и молились друг за друга. A second way to share your need is to just have everyone pray for each other. И другой путь еще, чтобы просить, чтобы группа могла молиться друг за друга. And the third thing is to teach the cell group А третье — это учить ячейку, that it is to become a healing fellowship. чтобы это было общение, где проводились молитвы об исцелении. So it's very important to admit our faults, pray for one another, and become a healing fellowship. Очень важно признаваться друг пред другом в проступках и молиться друг за друга, чтобы исцелиться. And the best way to learn И самый лучший путь научиться and the этому, best way to teach самый лучший путь обучить is этому, for the leader to be the example. это когда сам руководитель является личным We've примером для discovered этого. that whatever the leader does, the others will do. Мы обнаружили, что все, что делает лидер, делает и группа. And if the leader will begin to share his faults and open up, the others will begin to follow suit. Если лидер будет открывать свои проступки, то и члены ячейки будут делать то же самое. Now, number 5 in facilitating a cell group Номер 5 в оснащении ячейки is making sure that you use the Bible as the authority of the meeting. — это ссылаться на Библию как на основной авторитет. The Bible is always our guidebook and the final authority. Библия — это всегда наш руководитель, наш гид, наш путеводитель и We are totally окончательный convinced авторитет. Мы полностью уверены, That the Bible has everything that we need to be successful Christians. что в Библии есть все, что нам нужно для того, чтобы быть успешными христианами. For salvation Для спасения, and for also every area of our Christian а walk. также для всех участков нашей So we жизни. emphasize the importance of the Bible. Поэтому необходимо делать упор или акцент на важность The next thing Библии. is to encourage everyone in the group. Следующее — это поощрять каждого в группе. To encourage people, you need to make them feel like they are important. Чтобы поощрять успешно, нужно, чтобы они прочувствовали важность свою в группе. And the way you make someone feel like he's important И один из путей сделать или дать прочувствовать кому-то, что он is by важен, making them feel like their ideas and their questions are important. это сделать так, чтобы они поняли, что их идеи и вопросы очень интересны и Never важны. minimize a statement that someone makes. Никогда не умаляйте заявление какого-либо высказанного члена ячейки или But try to высказывания. appreciate it, and even if it's wrong, you can correct it later. И пытайтесь дать оценку этому, хотя бы и, может быть, неправильно. Вы сможете поправить это позже. Our goal is that everyone have an opportunity to share, Наша цель — это дать возможность каждому поделиться, and that there's dialogue in the group. и чтобы был диалог в группе. Remember that the group is not a therapy session, Помните, что группа — это собрание And группы, the leader это is not a не сеанс psychologist. терапии, и руководитель группы не but just allow психолог. the discussion, as long as it's biblically based, Но позволяйте эти разговоры, беседы проходить answer the questions of на those who are in основе need. Библии и пытайтесь ответить на вопросы, которые возникают.
Number 7 in facilitating a group, Седьмой пункт по оснащению ячейки. never allow doctrinal discussion that's divisive. Никогда не позволяйте внедряться доктринальным рассуждениям, которые носят характер Do not let делительный. there be an argument take place doctrinally in the group. Не позволяйте, чтобы аргументы доктринальные проникали в группу. Because doctrine is one of those things that's very precious to an individual. Потому что доктринальное понятие очень ценны для личности. But very often people disagree on doctrine. Но часто люди имеют разное понимание в доктринах. And if you allow there to be a conflict there, people will leave very deeply hurt. И если вы позволите этому конфликту возникнуть, люди могут уйти глубоко ранеными. Instead of letting there be doctrinal differences discussed, just let them discuss how that biblical passage or that doctrine is applied to their lives. Вместо того, чтобы заниматься разбирательством доктринальных различий, лучше поговорить о том, как это положение доктринальное можно применить в нашей The next практической helpful жизни. point in facilitating the group Еще есть полезный пункт в оснащении is to группы. allow the group to give general edification to each other. Это позволит членам группы быть общим назиданием друг для In друга. Ephesians 4 and verse 16, Ефесянам 4:16. the Bible begins to speak of Christ as the head, Библия говорит о том, что Христос есть глава, and then begins to talk as the body as different points, а потом говорит о parts, том, что тело — это различные and that they're части. joints that are joined together to edify one another. И это тело, оно скрепляется And взаимоскрепляющими they join together связями. to build each other up. И это делается для того, чтобы созидать друг друга. And the cell group is excellent in allowing that to happen. И ячейка — это прекрасное средство для того, чтобы And a good это cell group происходило. leader will learn how to allow that to happen. И член ячейки эффективный может позволить или научить, как позволять этому происходить. Number 9 is to lead in love. 9 — это руководить и любить. You need to let love and acceptance and forgiveness become a way of life in the group. Необходимо сделать так, чтобы приемлемость и прощение были образом жизни. Our goal is to restore people Наша цель — это восстановить людей and to bring constant healing in relationships. и постоянно исцелять или And that врачевать requires forgiveness and взаимоотношения. acceptance. И для этого необходимо прощение и Very приемлемость. important that you learn how to encourage that in the group. Очень важно научить поощрять других в группе. Another aspect of following up, or rather of leading a group successfully, Еще один аспект в успешном руководстве ячейкой is making sure that the people in the group understand follow-up. — это будь уверен в том, что люди правильно понимают о необходимости последующей работы. There are family members of each group member Есть члены группы в каждой who may группе, have special needs and a need for a visit or need for prayer. которые у них есть специальные особые нужды в посещении. And the group as a whole is a team А группа в целом как команда, that not only evangelizes, but it follows up to meet the needs of people. которая не только евангелизирует, но также должна идти навстречу нужд людей. When new people begin to come into the group, Когда новые люди приходят в группу, you follow up on them as though they were part of your community. вы следите за ними так, как будто бы они являются частью Because when they вашего enter into общества. the meeting of the group, Потому что когда они приходят на собрание в вашей группе, they also enter into the friendship of the group. они также входят в дружеские взаимоотношения So it's в very вашей группе. important that we open our hearts up to all the new people that come. Очень важно, чтобы мы открывали сердца этим вновь приходящим в нашу группу. The next thing is to handle problemed people. Следующий пункт — это как относиться к проблемам.
среди членов And we're going to группы. go into this in much detail in the next hour. И мы более подробно разберем это на следующем уроке. But to facilitate a group the best, Но сначала нужно оснащать группу наилучшим образом, по возможности. always deal with problem people separately from the group and one-on-one. Всегда имейте дело с проблемами отдельно, лицом к лицу, нежели в самой группе. Don't allow there to be a great conflict in the group. Не позволяйте общему конфликту возникнуть в группе. The next thing is to allow people to confess their own problems or their own sins. Позволяйте людям исповедовать свои личные проблемы и свои грехи. They should be able to confess their own faults, Они должны и готовы быть but they исповедовать should свои never be недостатки. allowed to confess the faults of someone else. Но никогда не позволяйте, чтобы они исповедовали грехи или недостатки There других. should never be even the thought of gossip in the cell group. Сплетни не должно даже иметь место в ячейке. You have to allow people to confess faults, but specifically their own. Вы должны позволить или дать возможность исповедовать недостатки свои собственные в группе. You're going to find as a cell group leader Вы узнаете, как руководитель ячейки, that there's constant need for your personal growth. что существует постоянная нужда в вашем росте. And you will always have to keep learning. И вы должны всегда учиться. If anybody in the group needs to grow, it's the leader. Если кто-либо в группе нуждается в постоянном совершенствовании и Because обучении, you так will это never be лидер. able to lead anyone greater than yourself. Потому что вы не сможете вести никого, кто выше вас в познании. So the more you grow, the greater leaders you can raise up. Поэтому чем больше вы возрастаете, тем более эффективным лидером вы сможете быть. And this requires that you stay tuned up spiritually. А это требуется быть духовно в правильной настройке, That your relationship with God constantly grows. чтобы ваше отношение с Богом постоянно возрастало, That your understanding of Scripture constantly grows. чтобы ваше понимание в Писании постоянно возрастало. And that you get better and better in dealing with the needs of people. И когда вы будете совершенствоваться в ваших решениях It may take проблем time, but you've got членов the time to ячейки, invest to learn how to be a great facilitator. вам необходимо специально посвятить время, чтобы улучшить свои познания в оснащении группы. Another important thing that can happen in the group that you need to be aware of Еще интересные вещи, которые могут произойти в группе, о которых вам нужно знать, is that the group can become very stoic and stiff. что группа может быть очень такой вот твердой, что ли, или упрямой. So as a good facilitator, you want to keep the group relaxed and enjoyable. И если вы оснастите группу хорошо, вы должны расслабить группу или быть в состоянии ее расслабить. There has to be an honesty and an openness. Должна быть честность и открытое отношение. And don't be afraid to discuss important issues. Не бойтесь обсуждать важные вопросы. You can trust the Holy Spirit that He will be the teacher. Вы можете довериться Духу Святому, Он будет учителем. As soon as the leader begins to accept himself И как только сам лидер в состоянии принять самого себя, as a person that God loves and cherishes, как человека, которого любит Бог, заботится and о he нем, begins to reach out to others, когда он начинает простираться к другим, they will become comfortable with who they are and with the leader. они будут себя чувствовать уверенно с тем, кто он есть и что он их Now, to лидер. be a good facilitator, you have to learn to be shock-proof. И для того, чтобы быть хорошим руководителем, необходимо иметь протекцию противоударную. Sometimes things are going to happen in that group and people are going to say things in that group Иногда нечто произойдет в группе, и люди будут говорить вещи определенные в этой группе, that are going to shock you. которые могут шокировать вас. The key understanding here is to learn how to respond. Ключевое понимание здесь — это научиться правильно реагировать на подобные вещи. Respond instead of reacting.
отвечать Never be вместо judgmental or реакции. harsh. Никогда не будьте твердыми, Never be over opinionated, жестокими или же чересчур but увлеченными, learn to respond to them но научитесь правильно отвечать in a loving, understanding way. с любовью. Now, someone said, well, this is the same thing, responding or reacting. Некоторые могут сказать то же самое, отвечать или реагировать. Let me give you an example. Позвольте мне дать вам пример привести. If the doctor gives you medicine, Если же доктор дает and вам he says, your лекарство body's responding to your medicine, и говорит, что ваше тело реагирует на это it's a лекарство, good thing. это хорошо. But if he says your body is reacting То есть to the medicine, отвечает на это лекарство, то это хорошо. А если он говорит, что ваше тело реагирует на это it's a лекарство, bad thing. это плохо. So you learn how to respond correctly. Вы учитесь, как отвечать правильно. The next thing, to be a successful facilitator, Следующее, чтобы успешно фасилитировать is to be happy. группу, это быть всегда радостным. Keep the joy of the Lord in your heart. Пусть радость Господня When people пребывает в come, they вас. don't want to see you downtrodden and disturbed and sad. Когда люди приходят, чтобы они не видели вас смущенными, расстроенными, The Bible says that печальными. a broken spirit dries up the bones, Библия говорит, уныние иссушает кости. and it also dries up the group. Она также сушит и группу. But the Bible also says that a merry heart doeth good like a medicine. А Библия говорит, что радостное сердце, веселое сердце, оно исцеляет как лекарство. So it's okay to be happy and have laughter in the group. Так что нормальное явление быть радостным, счастливым и смеяться. Because this joy and this laughter relaxes tension. Потому что эта радость, она расслабляет, снимает напряжение. It relaxes our bodies and it rests our spirits. Она снимает напряжение, расслабляет наш дух. It renews our hearts and it reorients our life's perspectives. Она обновляет наше сердце и реориентирует наши перспективы. The next thing we want to talk about is when you have a need in your own life. На следующем уроке мы будем говорить о нуждах в нашей жизни. Some leaders make a mistake Некоторые руководители ошибаются, in that they will minister to all the people in the group, и когда они будут служить членам группы, but when they have a need, they go to someone else for а ministry. когда у них возникает нужда, они идут куда-то в другое место. We never outgrow our need for other Christians. Мы никогда не перестараемся, перерастем And нужду. we understand the importance of the нашего community члена. of that group. И если мы понимаем важность общности этой группы, And we need коллективности to allow ее, that group to minister to us. и мы должны позволить этой группе служить нам. The most successful leaders Самый успешный руководитель, are willing to admit that they need the help of others in that group. он сможет признать, что он нуждается в помощи этой группы. Now, as a leader, if you begin to encounter problems in your group, Как руководитель, если вы начнете встречаться лицом к лицу с проблемами в этой группе, go quickly to the pastor or another leader быстро обратитесь к пастору или другому руководителю and enlist their help to help you solve the problems. и предложите ему проблему, чтобы You're он not in this помог. alone, and there's plenty of people who can help you. Не пытайтесь сделать это один. Есть очень много людей, которые в состоянии помочь It's вам. not a disgrace to have problems in the group. Это не является бесчестием наличия So проблем в just push your группе. pride aside. Поэтому оставьте в сторону вашу гордость. Humble yourself and go get help from people who know more about it than you do. Смирите себя и пойдите к тому, кто знает больше в этом вопросе, чем вы. And finally, you need to remember the most important thing, И в заключение вам необходимо знать самое важное, that it's really Christ that we're following. что действительно ли мы следуем за Христом, Because it's really Christ who is leading. потому что Христос поистине является нашим And the руководителем. best thing that we can say about a leader И самое лучшее, что можем сказать о нашем руководителе,
is that he follows Christ. что он следует за Христом. A good leader is a good follower of Christ, Хороший руководитель, хороший последователь Христа. no more and no less. Ни больше, ни This меньше. is the end of lesson number 3. Это конец третьего урока.